Хлеб есть, вода есть. Огонь есть. Сталик Ханкишиев на месте. И это значит, что мы можем начинать нашу программу о вкусной и здоровой пище. Сегодня будем готовить шурпу из петуха. Петух пока ходит в перьях. Красивый, большой. А ощиплешь? Да что здесь есть? Поэтому непременно парочку петушков. А покушать здесь найдется что? Во-первых, жирок очень правильный. Во-вторых, вот эти ножки. Их ошпаришь, чешую снимешь, сваришь, они такой наваристый, клейкий бульон дают, что аж губы липнут. Поэтому куриными лапками я никогда не пренебрегаю, опускаю вместе с петухами. С самого начала большого огня под казаном не надо. Чуть-чуть оставляем щелочку. Пусть горит не спеша. Пусть петушки нагреваются не спеша. А вот посолить воду с самого начала обязательно. Так пена легче отходит. Дров под казан подкладывать слишком много не надо. Что шурпа, что любые другие супы, к бульонам которых предъявляется требование особой чистоты, не должны кипеть очень бурно. Вот 2 полена, и пусть потихонечку тлеют. Этого достаточно. Зато посмотрите, какая чистенькая белая пена отходит от казана. Раз, и сняли. Что значит петушки хорошие? Забиты правильно. Пены уже практически не осталось, а если будет еще, ничего страшного, снимем. Но бульон закипел. У шурпы есть одно правило. Как только бульон вновь закипел, опускай туда какой-нибудь продукт. Продукт холодный, и кипение остановится. Следующий после курятины, а точнее после петушков продукт, это лук. Причем лука порядка много. Грамм 500-600, не меньше. Если бы меня спросили какие-нибудь иностранцы: Сталик, что такое шурпа? Мы никогда не видели, мы не знаем. Я бы им сказал, что шурпа – это узбекский луковый суп. Поэтому в шурпе много лука не бывает. Сколько ни положишь, все к месту. Пусть дальше петушки варятся грудкой кверху. Грудка не должна переготовиться. Грудка у курятины мясо довольно проблемное. Оно очень вкусное, говорят, что оно очень полезное, мол, калорий в нем нет. Если нет калорий, значит это бесполезное. Но тем не менее, когда грудка переваривается, она получается сухой и невкусной. Когда курочка либо петушок варятся грудкой кверху, грудка всегда останется очень сочной. Правда, здесь есть один секрет, о котором я вам расскажу попозже. Приготовление еды в казане, на свежем воздухе, на живом огне, на дровах – это не столько удовлетворение насущных потребностей в еде, сколько получение удовольствия от самого процесса. Вот где-то закипело, надо приподнять и перелить туда, где не кипит. И наоборот, там, где не кипит, приподнял бульон и перелил тонкой струйкой там, где кипит слишком сильно. А если кипение не унимается, это означает только одно – что пора опускать следующий продукт. Например, морковь. Ну что, морковь ведь всегда в узбекской кухне следует за луком. Куда лук, туда морковь. Сначала лук, потом морковь. Морковь нарезаем довольно крупно, вот такими ломтиками, чтобы человек мог взять в ложку, да и съесть. Ни в коем случае не на терке, ни в коем случае не мелко. Моркови предстоит вариться час-полтора, так что она приготовится. Приготовится обязательно. Вот где кипит, туда холодненькую морковь и опустим. Всегда надо оценивать основной продукт, из которого готовится шурпа. Бывает баран такой зрелый, которому 2 года, 3 года. Из него шурпа получится замечательная. Но совершенно понятно, что такого барана придется варить часа 3, а лучше бы даже и 4. Так вот,
Все продукты в шурпу необходимо закладывать в такое время, чтобы они были готовы одновременно с мясом, либо с птицей, если шурпа готовится, как у нас, из петуха. Знаете, возможно, кто-то не пробовал. А я советую, непременно попробуйте приготовить шурпу из петуха, да еще с горохом. Горох на ночь замочите, берешь пару пиалок, а выходит вот сколько. Будет что поесть. Просто весь день вот так бы стоял, да и переливал бы бульон с одного края казана в другой, наслаждаясь ароматом березовых дров, наслаждаясь ароматом самой шурпы. Но дело в том, что иногда следует подойти к разделочной доске. Самое время добавить помидоры. Почему сейчас? Почему не после картошки? Дело в том, что картошку и помидоры одновременно опускать ни в шурпу, ни в какое другое блюдо не стоит. Вот когда помидоры поварятся, можно опустить картошку. Когда картошка поварится, можно опустить помидоры. Но одновременно опускать и картошку, и помидоры не стоит. Картошка остекленеет. А картошечка у меня сегодня молодая. Она сварится быстро. Поэтому помидоры первыми, а картошку минут через 10-15. Не то чтобы у шурпы, а у кухни вообще есть один секрет. Продукты бывают разного качества. Бывают такие помидоры, их нарезаешь и весь ароматом окутан. А бывают такие, что они не очень-то пахнут. И на вкус послабее. Ну и что теперь? Не добавлять помидоры? Нет, добавлять. Только их надо добавлять немного побольше. Но вот эти прямо уже очень хорошие. 4 штук достаточно. Важно соблюсти кисло-сладкий баланс. Понимаете? Лук, морковь, да и сама курочка. В принципе, продукты сладковатые. И добавить к ним чего-то кислого обязательно. И еще раз, обратите внимание, что кипит у меня в казане едва-едва. И не всегда, ничего страшного. Бульон на поверхности казана и вовсе имеет температуру градусов 70-80. Если он где-то и закипает, то только на дне. Пузырек поднимется кверху, лопнет и кажется, что кипит. А на самом деле зеркало, поверхность у казана очень большая, а площадь нагрева снизу не очень большая. И поэтому вода постоянно находится в конвекции. Наверху зеркала, проходя, она остывает, спускается вниз по стеночкам. И поэтому продукты готовятся не при температуре 100 градусов, как бывает в обычной кастрюле, а при температуре градусов 70-80, максимум 90. Этот принцип используют и в современной кухне. Так называемое низкотемпературное приготовление, в результате которых продукты лучше сохраняют свои свойства, получаются более вкусными. Понимаете? А наши-то предки эти секреты давным-давно знали. Многие ошибаются, когда думают, что раз шурпа суп родом из Средней Азии, то в него полагается насыпать много специй. Зачем? Не надо. Все эти продукты сами по себе очень вкусные. Ну, хотите специи, самые натуральные. Вот то, что растет в огороде. В огородах Средней Азии обильно растет кинза, кориандр. Так вот, семена кориандра – отличная приправа к шурпе. Их в ступке растолочь немножко, не до муки, а так, чтобы только треснули, чтобы только запах из них начал выходить. И все. Вот так и достаточно. Насыпаем шурпу. Вот свежая зелень, это да, это очень хорошо, но можно насыпать ведь ближе к концу. А зимой, когда нет свежей зелени, насыпают сухую зелень. В Чечне, в шурпу, там ее называют чорп, насыпают единственную приправу – сушеный чабрец, измельченный, буквально как мука. Мне эта приправа очень понравилась. Попробую добавить в шурпу из петуха. Помидоры, можно сказать, сварились. Они уже подрастеряли свою кислоту, так что все нормально. Можно опускать картофель. Можно опускать картофель, и очень важно правильно посолить шурпу. Сам корень этого слова – шор, чор – это означает кислое.
соленое. Это 20-литровый казан. Я сначала насыпал примерно пол-столовой ложки соли. Но теперь точно понимаю, что вместе с картошкой, вместе с курятиной на все вместе уйдет еще 1,5 ложки соли. Это уж как минимум. А там надо будет попробовать, хорошо ли получилось. Последний продукт, который пойдет в шурпу, это болгарский перец. Разноцветный. Он украсит шурпу. Нарежете потоньше, опустите в последний момент. И болгарский перец даст отличный запах. И точно так же в самом конце в шурпу отправляется зелень. Базилик я возьму, пожалуй, что весь. Уж очень он хорош в шурпе. А петрушки возьму немного, вот столько. Вполне достаточно. Шурпа будет скоро готова. С минуты на минуту. Зелень, болгарский перец свариться успеют. Но я хочу показать вам один прием, который, я уверен, вам очень и очень понравится. Вынимаем петушков из бульона и отправляем их на стол, чтобы они немного остыли и немного просохли. Точно так же из бульона доставим картошку, она уже почти что готова. А теперь к картошке подкладываем петушков. Только петушков, прежде чем ставить в печку, надо смазать сливочным маслом, чтобы там в печи они зарумянились, приобрели интересный золотисто-красный оттенок, ну и вкус, разумеется. Немного масла не помешает и картошке. Пусть зарумянится, пусть станет ароматной, пусть станет очень-очень вкусной. Знаете что? Еще щепотку соли на цыплят. И все, понесли в печь. Я не знаю, где вы будете готовить такую шурпу. На даче или дома, но наверняка где-то там найдется духовка. Так вот, поставьте курятину либо мясо с картошкой в духовку, разогретую на 210 градусов минут на 10, на 15, и гости просто ахнут. Ведь шурпа – это не только суп. Это непременно еще и второе блюдо. Добавляем болгарский перец. Многие предпочитают добавлять нарезанную зелень уже в готовые супы, уже на столе. А вы попробуйте сделать так, как я рекомендую. Добавьте базилик, петрушку, кинзу в еще готовящуюся шурпу. Пускай поварится. Ну вот, и хлеб подогрели, и петушков подрумянили. Значит, можно подавать шурпу. Говорил уже неоднократно. И еще раз повторю, особенно для тех, кто смотрит, как я готовлю шурпу в первый раз. Шурпа – это и первое, и второе. По-узбекски не говорят «поесть шурпу», говорят «выпить шурпы». Так вот, сначала пьют бульон. Ну и то, что здесь попадется. Горох, какие-то овощи. Все это очень полезно. Все это очень сытно. Хорошую шурпу едят с полотенцем в руках, чтобы пот от лба оттирать. А уж если с перчиком попадется, так это непременно мужчинам. Ну что мне осталось? Разве что петушка одного разрезать, разделать, показать, как он сварился. Хе-хе. А дойдет ли дело до петушка? Я вот думаю, как бы не вышло так, чтобы
сегодня поесть шурпу, а петушка на завтра оставить. Но дай Бог всем хорошим людям такого приятного аппетита, чтобы в один день поели и шурпу, и петушка, кому ножку, кому крылышко, и непременно по паре картошечек, чтобы у всех хороших людей был повод сказать: приятного вам аппетита! Дорогие друзья, много лет я веду телевизионные кулинарные программы, веду блоги в интернете. Но главный труд моей жизни – это книги. Многие мои книги являлись лидерами продаж в России, но некоторые получили признание и на международном уровне. Например, вот эта книга, которая так и называется «Казан. Кулинарный самоучитель», получила первое место не в какой-то из номинаций, а просто гран-при на конкурсе кулинарных книг в Пекине. Это самое большое мое достижение. Это все равно, что Оскар в кино. Я хочу рассказать вам о том, какая это книга. Послушайте, пожалуйста, внимательно, и вы не пожалеете. Эту книгу я писал уже как вполне зрелый автор кулинарных книг. Это была 5-я по счету моя книга. Здесь я использовал, может быть, самую лучшую фототехнику. И все фотографии, разумеется, принадлежат мне, потому что я не доверяю никому делать детей и делать фотографии еды. Например, вот эта фотография. Видите, как из казана продукты все взлетели. В этой книге подробно рассказывается не просто о приготовлении блюд в казане, а о том, при какой температуре следует что-то готовить, при какой форме пламени. Посмотрите, видите как? Здесь мы придумали специальные значки, пиктограммы, которые обозначают тот либо иной нагрев под казаном. Не обязательно готовить на костре, можно готовить и на газовой плите. Я рассказываю, как можно использовать газовую плиту, чтобы получить результат очень похожий на то, что мы получаем, готовя на костре, на живом огне. Но, разумеется, на живом огне не всегда можно готовить, поэтому и газовой плите уделено достаточно внимания. Я очень много сил потратил на фотографии для этой книги. Но еще больше сил я потратил на тексты для этой книги. Я описал каждый рецепт максимально подробно. И сейчас я хочу показать, как устроена эта книга. По этой книге может готовить даже тот человек, который не понимает по-русски. Не умеешь читать? Ничего страшного. Посмотрите, здесь несколько строк. Как музыкальные ноты записывают на строках, точно так же я записал рецепты. Самая верхняя строка рассказывает о том, какие продукты, какие специи сейчас пойдут в дело. Вот, например, луковица, соль, перец, морковка, помидоры. Следующая строка, очень важная. Здесь показаны сила пламени, его форма, насколько интенсивно должно кипеть в казане, какая температура, и сколько минут должен продолжаться тот или иной процесс. Все это я измерял, все это я записывал. И поверьте, вот эти цифры помогут вам приготовить практически так же, как у меня. Самое главное – купить нормальные продукты и не полениться. Следующая строчка – это как бы смс-ка. Вот если бы какой-нибудь из моих племянников или сыновей сказал: папа, как приготовить это блюдо? И я бы ему писал сообщение через WhatsApp, по смс: делай то, делай то, делай это. Видите, по 2 строчки, по 3 строчки, очень кратко. Дальше фотография этого этапа, фотография следующего этапа, следующего и так далее. А вот здесь внизу для тех, кто любит и умеет читать, подробное объяснение, почему надо делать именно так и как именно надо делать. Здесь строчек уже побольше. И в конце концов, самая нижняя строка рассказывает не о том, что происходит в казане, когда мы смотрим на него сверху.
но о том, что происходит под казаном. Какой огонь, какая сила пламени, сколько дров. Понимаете? Ведь как бывает, раздашь одни и те же продукты 3 разным поварам, дашь точный рецепт, а на выходе 3 разных блюда. Почему? Да потому что каждый из них по-своему регулирует огонь. Каждый из них по-разному понимает, что такое пожарить, сколько минут это должно продолжаться, что такое потушить. По этой книге, если готовить, то никаких разночтений возникнуть не должно. На выходе вы получите то же самое блюдо, что готовлю я. Вот, например, моя любимая думляма. Здесь множество блюд в казане, здесь очень много теоретических работ, очень важных работ. Если вы хотите на самом деле научиться готовить и понять, почему готовить надо именно так, а не по-другому, то вам следует прочитать эту книгу. Книга, как видите, очень большая, она весит 2,5, не то 3 килограмма. Это, кстати говоря, шафран, макрофото. Напечатана на очень дорогой бумаге, напечатана она была за границей. И я не знаю, если эти книги сейчас снова напечатать вот с таким же качеством, сколько они будут стоить. Книги вот такого уровня. Страшно представить себе. Кстати говоря, о том, как должен быть устроен стационарный казан. Это очень важно. Как должен быть устроен переносной очаг. Как можно настроить для приготовления вообще в чистом поле. Есть казан, есть какое-нибудь топливо. Все, будете готовить, будете сыты. Блюда и очень простые, блюда и чуть посложнее. 3 главы. Первая, так сказать, вообще для учеников. Вторая для специалистов. И третья для профессоров. Кого я называю профессорами? Ну, не себя, конечно. А тех людей, которые способны фантазировать. Тех людей, которые способны сочинять новые блюда. Я рассказываю о том, как сочиняются новые блюда. Я рассказываю о том, какое будущее ждет приготовление еды в казане. Казан не инструмент прошлого. Казан – это инструмент настоящего, и казан – это инструмент для счастливого будущего. Все мои книги, включая эту, можно приобрести на моем сайте stalik.ru. Цены пока что мы не сильно меняем, хотя обстоятельства, возможно, заставят это сделать в ближайшем будущем. Но если поторопитесь, успеете получить книгу не просто так, можете даже с автографом, в качестве подарка для ваших близких, родных, друзей. Ну и почему бы не побаловать себя любимого. stalik.ru. Доставка в любой город России, во многие страны ближнего зарубежья, СНГ и в любую точку планеты, куда доходит почта из ближнего Подмосковья, откуда я, Сталик Антишеев, шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.